И вновь хочу всех поприветствовать на своем геймерском канале Вадищ Аурус Фантом Элит Rockstrix Gaming RGB+. И сразу хочу всем сказать мега гигантское спасибо, ведь первые 100 подписчиков как первые 100 грамм, настолько же памятное и значимое событие в жизни. Наконец-то мои культяпки добрались до вне последнего свиста воздуходувки, ну прям отличного приквела к основной игре. Мы тут познакомимся с новыми шизиками, увидим новые места и, конечно же, посмотрим, как все начиналось. Еще я аккуратненько, так тихонечко вставлю видос по основной игре, чтобы вы смогли немножко придержаться в курсе, о чем вообще речь. Ну и короче, не успел я в игру зайти и уже контужен. Меня сразу какие-то мужчины посадили в кресло, Лещинского дали и, о боже, это мокрывили, ну нет, дружище, он же делается слюнявым мизинцем. В общем, просмотр киношки прерывается небольшой предысторией. И вот он, тот самый мужчина, который написал Майлзу Апшеру и забайтил его приехать в лечебницу, но на сей раз нам известно его имя — Вейланд Парк. Если вы думаете, что я рофлил, когда назвал его анонимусом в прошлом видосе, то нет. Вы же знаете, я не люблю пустословия. Если что, он айтишник и проводит консультации по программному обеспечению. Его как раз позвали к главной консоли морфогенетического кондиционирования. Блять, мне до сих пор это сложно выговаривать. Мне одному он напоминает дядю Гомозека, или я уже совсем тронулся. Ладно, позвали Вейлона, чтобы он мимо клавиатуры запрограммировал функциональный интерфейс изображений в голове рандомного пациента, который в отключке. А вот к этому мужчине мы перейдем попозже. Ну, судя по его крикам, не особо ему нравится участвовать в эксперименте. Его там насилуют в голову, потом в зубы, потом как меня вначале оближут, потом ногти ему на ногах грызть будут. Нынешний персонал любит это дело, страшные вещи тут происходят. После исправления ошибки Вейлона прогнали из кабинета, и вернувшись в свою каморку, у меня начались неожиданные фризы. Ну вот что это за членятина, а? В общем, спалили Вейлона и отправили на внеплановое лечение в санатории, где любят показывать фильмы, а пациенты, видимо, любят смотреть эти фильмы, раз не закрывают глаза. Если честно, я не понимаю, в чем была проблема рассказать об этом дома или в свободное время. Ну, чтобы, например, не вызывать подозрения, прячась в коптерке. Ну да ладно, это уже не особо играет роли, потому что началась вечеринка, и старший тамада Билли уже разбушевался, выпустив всех больных. Что ж, забираем камеру, чтобы заснять контента для ТикТока, и бежим, куда глаза глядят. Ух, вейперы напарили мне тут просадочку FPS. Проползая по вентиляции, Вейланд подслушал разговор двух кого-то там и услышал про то, что тут в тюрьме есть радио, и теперь надеется его найти. Кстати, блуждая по окрестностям, можно найти прикольную записку о том, что жене Вейлона Лизи сказали о пропаже мужа так. Типа у него нашлось ранее невыявленное психическое заболевание, и компания Мерков с радостью поможет в реабилитации. Очень правдоподобно звучит, сразу захотелось поверить. Естественно, путь к радио не может быть без приключений, и Вейлону попадается интересный мужчина, Фрэнк Манера. Фамилия говорит сама за себя, человек манерный, вот аккуратненько болгарочкой нарезал кусочки и в микроволновочке сразу подогрел, даже панировочка не нужна, все как положено по этикету. Еще он прекрасный повар, но только не врите, что вам сейчас не захотелось красного борщика. Но если простыми словами говорить, то он каннибал, короче. Бегать от него достаточно прикольно, потому что разрабы немного поменяли левел дизайн. Локации больше стали похожи на мини-аренки, где можно нормально так мансить. Плюс еще выходы припрятали, из-за чего ну реально глаза разбегаются, чтобы найти его. Правда, бывает, Фрэнк немного притормаживает, но это фигня. Вот я нажарив окорочок, а потом поим, когда остынет. Да ёлы-палы, даже дают в домашнем солярии повариться, но поскольку Вейлон уже шкварчить начал от столь излишнего загара, все верно, нужно отверстие проделать, чтобы излишне не вскипало. Вообще, в чем суть этого замеса? Вейлону нужно отключить подачу шептунов в помещении для дезинфекции, чтобы пройти в тюремный блок к радио. Заодно этого бедолагу спасем, если он не задохнется в шептунах, пока я там с Фрэнком развлекаюсь. Отключив газ, Вейлон спускается в тюремный дворик. Это, если что, не склейка, а прогрузка новой локации, самый страшный скример за игру. Местечко очень приятное, можно даже в баскет с пацанами покатать. За такой промах можно самому трехочковый получить. Тут еще в тумане притаились наши любители потыкаться в шоколадницу. Отстаньте от меня, у вас там Майлз бегает, шпехайте его как хотите, мне и без вас прилично досталось. О, а ты куда? Там, наверное, пиздюля бесплатные раздают, но я лично больше не вижу повода так спешить. Короче, забирается Вейлон на вышку, и там просто дикий флэт. Тут пацаны нижний брейк и хип-хап танцуют. У этого заклинило дверь в толчке. Этому уже плохо, и он бежит на толчок. Радио. Если ты есть Бог, сука, помоги!
Ну, оно не работает, короче. Этому мужику, кстати, я сразу не придал значения, но он, оказывается, главный антагонист этого DLC. Должность у него вице-презик корпорации Мерков и по совместительству глава агентства безопасности. Ну и зовут его Джереми Блэр. Вам полезно знать для общего развития. Он всеми силами пытается остановить Вейлона, чтобы тот не распространил инфу о Мерков. А толку? Вы уже все умерли от своих же экспериментов. О, Крис, здорово. Все такой же тупой? Молодец, держишь планку. Так, музыка закончилась, значит все спокойно. Опа, дружище, ты в курсе, что тебе программным кодом сюда вход запрещен? Помимо новых психов, тут еще и знакомые ребята встречаются, и знакомые места, естественно. В общем, раз не получилось вызвать помощь и ожидается очередная команда спецназа Мерков, у нас есть только один выход. Найти выход. Вейлон свалил из тюрьмы через окно на площадку для сушки. Главный босс этой локации — электрический забор. В электрощитовой находится рубильник. Нет, не его рубильник. Выключаем подачу напряжения, короче, и проход открыт. Бля, кто там такой приколист, а? Еще раз выключаем рубильник. Ты хоть руки помыл, прежде чем меня трогать? Ну ты прикалываешься? Ну, паскуда, все ручки вымазал свой майонезный соус. Осталось только подняться по водонапорной башне, но, как обычно, короче. Вейлон пробивает своим туловищем крышу и попадает в непонятное помещение. Оно больше всего смахивает на чердак, и там живет Дениска, который боится какого-то жениха, и чтобы спасти свою задницу, он хочет заманить к нему Вейлона. А вот и жених собственной персоной, Эдуард Глускин, тот самый, кого насиловали в голову и в зубы поначалу. Топовый шизик, но все же Крис мне нравится чуть побольше, царство ему небесное. Теперь немножко подробнее о Эдуарде. В детстве, мягко говоря, он подвергался... Тыры-пыры там. Ну... со стороны бати и дяди. Теперь он ищет себе жену, чтобы стать примерным отцом. Эдик довольно опасный и, главное, умный противник. А опасность его заключается в том, что жену-то он пытается сделать из каждого прохожего. Вот стенд с примером готовой работы. Эдуард, я бы вам порекомендовал применять менее радикальные методы и воспользоваться Тиндером. В попытке убежать через лифтовую шахту погоня насыщается еще большей напряженкой. Ай, больно в ноге, бля! Дальше идет тупик со скриптовым шкафчиком. Я пытался задоджить его как мог, пацаны, но разрабы ему в этом моменте прикрутили хороший нюх, как у крысы. Пришлось все же залезть в шкаф, и Эдди напердел туда, усыпив Вейлона, а проснулся он уже в операционной на свадебном столе, чтобы сделать мягкое местечко для семени Эдуарда. Казалось бы, Вейлон уже в ловушке и зашел под венец, но в один миг все перевернулось. Конечно же, надо одеться. Лично я бы уже без трусов побежал, какая уже разница. Вот теперь из-за меня Эдди считает, что все женщины плохие. Давай, 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 паунс в окно. Вот, кстати, место, где Эдди хранит своих бывших. В очередной раз надо найти ключик, чтобы сбежать. Находится он у манекена, на котором висит мое свадебное платье. А вот и жених пришел посмотреть на свою невесту в платье. Но я сейчас уйду за хлебом навсегда. А может и нет. Глускин уже хотел подвесить Вейлона к своей коллекции бывших, но мы даже не начинали встречаться, поэтому я тебя перевешу, и ты будешь моей бывшей. Ну что же, Вейлон уже почти выбрался, в окно уже видна горящая часовня, рядом отдыхает Ричард, на горизонте уже выход, а Джереми все пытается рыпаться, но на помощь прилетает Билли и рассказал ему, ну, слишком разрывную шутейку. После этого Вейлон садится в тачку, напоследок снимает Майлза и полицейским разворотом делает съебаста из этого проклятого места. Заканчивается все сценой, как наш бедолага, которому пришлось пережить многое, сидит в темном кабинете и выкладывает в ТикТок все пруфы против корпорации Мерков, несмотря на то, что пострадает не только он сам, но и его близкие.
Вот такая концовочка у офигенного приквела к Outlast. Теперь мы точно знаем, что Майлз стал Волрайдером, и на Мерков все же закинули разоблачение. А вот как там поживает Вейлон, остается в секрете. Ну а теперь я хочу всех еще раз поблагодарить за 100 подписчиков, поблагодарить всех, кто смотрит и поддерживает. Всех люблю и со всеми прощаюсь до следующего видоса.